Привет, друзья! Сегодня мы познакомимся с моим домашним питомцем. И это вот такой вот. Это робот-пылесос. Это у нас, кстати, Xiaomi Robot Vacuum S40C. В Китае он называется немножко по-другому. Когда мы сейчас перейдем на AliExpress, я вам покажу, как он называется. Он там тоже продается по очень классным ценам. И особенность этого пылесоса в том, что это один из самых доступных пылесосов с лидаром. На 5000 паскалей у нас сила всасываний. И здесь у нас, смотрите, лазер-радар. 2 в одном у нас здесь, кроме того, что он является пылесосом, у него есть влажная уборочка, пожалуйста. И тут больше ничего не показано. А, кстати, есть картография, приложение, он строит карты. Но об этом мы сейчас обо всем поговорим. Для начала, я думаю, нам нужно его распаковать. Потом посмотреть, сколько он стоит. И, конечно же, потестировать, как он убирает, тест на сахар. И просто посмотрим, как он строит карты и как им управлять и убирать. Я вам объясню. У меня был когда-то, я делал обзорчик на робот-пылесос. Точно такой же, только без лидара. И прослужил он у меня сколько, Машуль? Лет, наверное, 7, да, нет, 6 так это точно. И он прослужил верой и правдой, правда, он тыкался во все, у него только датчики вот были вот прикосновения. И это разряд однощеточных робот-пылесосов сейчас вылезут. Кстати, такие эксперты будут качать двухщеточные лучше, а вы мне ответьте, почему. Я вам объясню. Даже сейчас Рободата, там есть такие специализированные, узкоспециализированные, очень крутые фирмы-производители пылесосов. Они начали отказываться в сторону однощеточного. Во-первых, экономия энергии. Во-вторых, робот-пылесос всегда подъезжает в угловую уборку правой стороной. Поэтому только одна щетка важна. В общем-то, подписываемся, нажимаем колокольчик, ссылки в описании под видео, а мы пошли с вами его распаковывать на каналчике Технозон. Поехали. Технозон. Ну что, теперь распакуем наш Xiaomi Robot Vacuum S40C, да, с лидарчиком. Так, что у нас в комплекте? Инструкции. Контейнер для моечки. То есть это моющая часть. Вскрываем ее. Ага, зачем ее там разрывать, если можно так достать. Смотрите, как он устроен. Сюда заливается водичка. То есть здесь у нас с вами пробочка. Тряпочка, она съемная. Она на вот таких вот зиплоках. Это не просто зипы. Это чуть другие, которые не изнашиваются практически. Видите, она съемная, ее можно менять. Так, все, с тряпочкой понятно. Здесь у нас ролик есть. Так, дальше. Блок питания. Ну, в моем случае это европейская вилка. Если с Алишки заказывать будете, там нужен переходничок. Есть у нас сам по себе пылик. Блин, а он тяжелее, чем предыдущая версия, я вам скажу. Смотрите. Здесь все интересно. В принципе, вот эти все составляющие, они точно так же, как в старом Xiaomi, не полностью совместимы, кроме того, что я вижу, что здесь вращающаяся вот эта вот часть, поэтому я думаю, что уже тут надо будет рассматривать другие компоненты для обслуживания. Вот это вот у нас контактная группа для зарядки, ножки прорезиненные с высоким ходом, ничего не менялось. Теперь у нас кроме лидара есть вот такие вот штуки, которые мы должны вытащить. Есть передний, больше план. Есть передний датчик, есть сам по себе лидар. Теперь хочу открыть крышку. Сейчас. Так, контейнер. Контейнер явно меньше, чем был в старых модельках. Фильтры сменные. Вот такой вот фильтр достаточно неплохо ходит. У меня, сколько у нас, пару лет так точно, да, там года 3 или 4 уже. Работает, мы его пылесосом обыкновенным выдуваем, пылесосим, и все, он работает отлично. Все, больше здесь, в принципе, ничего такого нет. По обслуживанию все стандартно. Теперь, для того, чтобы работал вот этот моющий компонент, вы просто его сюда пристегиваете, и все. И он будет именно вот таким вот образом работать как моющий. Для того, чтобы отстегнуть, вот кнопочки. Раз. Все. То есть все достаточно плотно сидит. Все хорошо. То есть вы можете его использовать в режиме простого пылесоса и в режиме моющего пылесоса. Но моющий здесь не активно моющий, а именно вот такой вот пассивно протирающий. Не полотер. Есть у нас
Вот такая вот док-станция инфракрасная. Сразу надо снимать, иначе бывает не находит нормально. И есть у нас вот такая вот щетка. Это однощеточный пылесос. Я вам скажу, никакого дискомфорта от однощеточника я не испытываю. Все. Вот такой вот интересный у нас пылик. Это датчики от падения. Датчики от падения. Сейчас мы его ставим на первичную зарядку, а потом будем уже строить, скажем так, топографию дома. Ну и как я уже и говорил, что это самый доступный пылесос, один из самых доступных пылесосов. Но в отличие от того, что я вам показывал 40C, да, который S40C, это у нас Xiaomi Mijia Robot Vacuum Cleaner Mop 3C. Это тот же самый, это расширенная версия, но по цене, как в Европе, стоит вот этот вот, который я вам показываю сейчас на обзоре. И разница у него конкретно вот в этом расширенном баке. У этого, вот этого, который я показываю сейчас вам ссылочку, у него расширенный бак. Именно емкость для мусора, и вот это прям классно. Все остальное вообще никак не отличается. То есть стоит он сейчас $205. Ссылка в описании под видео, если на aliexpress.com закупаетесь, еще и промокодик. И есть еще расширенная версия с 5 дополнительными, вот у нас идут 2 тряпочки, 5 дополнительными предметами, есть еще один валик, есть вот эта вот крышечка и 2 фильтра воздушных, плюс 2 щеточки. Ну, это на очень долго хватит на самом-то деле. Плюс есть отдельно можно докупить вот эти вот все расходные материалы. В принципе, могу закинуть вам в описании под видео ссылку. Смотрите, что заявляются они, именно сами производители. Быстро распознаваемый через лидар лазер-навигационную систему. У него 400 мг пылевой пылесборник и плюс 270 мг водяной бак. Но дело в том, что пылевой сборник это конкретно на вот этой вот, на китайской версии 400 мг. Он примерно 270-250, как на европейской. 5000 паскаль у нас мощность всасывания. Есть включение, есть приложение, конечно же. И вот они здесь рассказывают, чего есть, чего нет. И все, что есть. Ну, конечно же, 360 градусов, все красиво. Навигационная система, все это они тоже очень круто. Вот вы сейчас видите как раз, как проходит, допустим, построение карты первичное. Просто он ездит, сначала сканирует, и ничего такого страшного в этом нет. Он сосканировал первичную карту. Мы сейчас, после того, как посмотрим здесь, начнем уже рассматривать функционал, который есть в приложении. Есть картография 3D, 2D тоже без проблем. Вы можете выбирать, в принципе, уборку по комнатам, вы можете выбирать по зонам, вы можете общую, вы можете регулировать подачу воды и даже регулировать мощность всасывания. То есть ничего сложного нет в управлении абсолютно. Вы можете поставить зоны исключения, там где ковры для уборки, например, если делаете влажную уборку, и это действительно хорошо работает. При том, что он не падает со ступенек, с перепадов и может преодолевать, допустим, ощутимые какие-то преграды, достаточно сильные. Поэтому, в принципе, давайте переходим уже, ссылки вы уже поняли где, переходим уже и потестируем. Но перед этим, конечно же, подписывайтесь. Пошли тестировать дальше. Так, пробуем сейчас подключиться. То есть мы видим, у нас появился робот-пылесос, обнаруженное устройство. Выбираем сеть, какую его надо подключить. Теперь мы выбираем сеть, авторизовываем и подключается к устройству. Смотрите, он коннектится к сети. Теперь задаем, это у нас спальня, робот-пылесос, и не будем предоставлять пока доступ. Смотрите, есть обновление прошивки, сразу обновляем. У него голос поменялся после апдейта, понял? Все, обновление завершено. Сейчас у нас идет, мы должны провести быстрое создание карты, и после этого уже можно им полностью управлять.
Так, это у нас первый тест, это падает ли он, есть ли у него датчики падения. Это очень важный тест, вообще они есть, вот они, оптические датчики падения. Он не должен падать со ступенек, с высоких каких-то моментов. Давайте нажмем на домик и попробуем его, будем, конечно, контролить. Спрыгнет ли он вообще отсюда. Давай. Ну давай уже. Оп, смотри. Видела? То есть он по факту не падает. Он пытается, а ну, ловим. Оп. У него есть датчики, он не будет падать с возвышенности, и поэтому все нормально у нас как бы с этим делом. А ну, оп, все, стоп. Этот тест он отлично прошел. По функционалу самого приложения мы видим, что у нас идет зарядочка, мы видим 3D-карту моего дома, мы можем ее поворочить, вот, пожалуйста, как она выглядит. Можно изменить ее на 2D-карту с разделением по комнатам. Это, кстати, очень удобно, видно, где пылесос. Также для того, чтобы начать уборку вот быструю, нам просто нужно нажать «Начать уборку», но не так все просто. У нас можно задать дому зону, можно выбрать комнату, например, комната 1, комната 3, комната 5, комната 4, выбирать, какие комнаты ты хочешь убирать. Либо можно задать, например, настраиваемую зону. Например, я хочу вот здесь вот поубирать, в этой части тут что-то пролили, либо там сузить ее до какого-то момента. Это тоже все отлично работает. И можно даже 2 зоны задавать, можно 3 зоны задавать. Это отлично. По режимам. В режимах есть у нас, видите, влажная уборка, но это мы увидим, когда мы начнем влажную уборочку. Также у нас есть мощность всасывания, турборежим интенсивный, стандартный. Интенсивный это 5000 паскалей. Есть подача воды для влажной уборки уровни, путь, быстрая уборка, стандартная, либо тщательная уборка и периодичность уборки. То есть он одна проходка, либо 2 проходки. По дополнительным настройкам у нас есть история уборок. Ну, например, убирал за 1,7 часа, он поубирал 117 квадратных метров в моей квартире. Также у нас, видите, период не беспокоить, есть запланированная уборка. Вы можете планировать по времени ее, время начала уборки, допустим, режимы уборки здесь выставлять. Это тоже очень удобно. Можно выбрать язык, возобновление уборки, это если включено, робот-пылесос будет автоматически подзаряжаться во время уборки и продолжать ее дальше убирать. Дальше у нас есть список карт, вы можете несколько карт использовать, например, если вы используете его не в одном, скажем так, доме. Дальше остановка загрузки карты, очистить данные карты, это все мелочи жизни. Тут управление местами тоже нам не интересно. Поделиться устройством, есть автоматизация. Мои сцены, сценарии, о чем идет речь? Дело в том, что это из умного дома Xiaomi, да, например, когда все ушли из дома, там, начать уборку, либо когда вернуться на базовую станцию. То есть те, кто знаком с умными домами, те знают, что такое его можно вписывать в сценарий умного дома. Есть у нас обновление прошивки, в расширенных настройках есть у нас версия плагина, настройки безопасности, информации, добавить на рабочий стол и тому подобное. Также мы можем управлять самим пылесосом. Вот, пожалуйста, у нас есть дистанционное управление. Вот, видите, дистанционное управление. Можно найти... Есть блокировка от детей. Есть у нас... Робот-пылесос здесь. Вот он, робот-пылесос. Нажми на домик сейчас. Робот-пылесос здесь. Робот-пылесос уже подключен к зарядной док-станции. Все. И вот таким вот образом мы это все сделали. Хорошо. Больше здесь ничего нам интересного нет. Давайте с вами сейчас проведем сначала тест на сахар, а потом проведем уборочку и влажную в том числе. Посмотрим, как он с этим справляется. Так, и у нас сейчас он стоит, тест на сахар. Мы сейчас просыпем немного сахара по центру. Даже не немного, а так хорошо просыпем, смотрите. Хорошо. Все, не надо так злоупотреблять. Сахар нынче дорогой. Дорогой сахар. Иди, держи камеру. Мы сейчас выбираем зону. Смотрите, зона у нас, настраиваемая зона. И вот отметим ее вот примерно там, где находится этот сахар. Все, пылесос стоит именно там. Готово. И давайте стартуем, начать уборочку. У нас режим сейчас в турбо режиме, то есть 5000 паскалей он сейчас будет брать. Пошел, поехал убирать. Он пошел сейчас по краям, обчертит зону. Так, смотрим поближе. Смотри, прямо очертил зону, смотри.
Ты видела? Прям остается после него чистое. Вообще топ, смотри. Тест на сахар, он практически прошел идеально. Сахаринок нет, все, он убрал. Не-не-не, останавливайся. Я думаю, что теперь мы можем начать полную уборку и потом уже посмотреть в процессе, как он поубирал. И, конечно же, запустим потом влажную уборку. Так, смотрим. Смотрите, вот он у нас отмечено, что он поубирал. Вот так вот это выглядит. Сейчас мы его с вами приведем к нам и попробуем его с влажной уборкой завершить. Давайте теперь его подведем к нам. Давай, иди сюда, сорванец. Иди сюда. Смотрите, как машинкой на радиоуправлении. Я вам серьезно говорю, это так прикольно вообще. А ну покажи, вон он ползет. Давай его к нам. Давай, иди сюда. Иди сюда, гад такой малолетний. Все. Теперь смотрите. Для того, чтобы у нас открылись функции влажной уборки, мы берем его, переворачиваем и просто-напросто, смотрите, пыль собралась, но это мы потом поприбираем. Смотрите, она просто коннектится. Резервуар для воды установлен. Все, видите, таким вот образом. Переворачиваем, конечно же, после уборочки мы его обслужим и смотрим, какие у нас появились дополнительные, какие у нас опции появились. Смотрите, заходим в режимы, у нас с вами появилась влажная уборка. Видите, есть уборка, выполняется уборка пыли и влажная уборка. У нас уборка пыли перед влажной и влажная уборка чисто. То есть, если у вас стоит контейнер, вы можете и пылесосить, и влажную уборку сразу проводить. Мы можем выставить, и теперь мы можем с вами поставить подачу воды для влажной уборки. Например, уровень 2. То есть, вы сами для себя определите, какой лучше. Нажимаем «Подтвердить» и стартуем влажную уборку. Смотрите, начинаем влажную уборку, и вы сразу посмотрите. Робот-пылесос меняет положение. Давайте, вы сейчас посмотрите, что он оставляет хороший мокрый след. Сейчас, слышишь, отойдите от него, ты что, вообще обнаглел или что? А ну, показывай, есть ли там мокрый след, а? Блин, плохо на нашем полу видно, да? Еще нет. А, он пока только лазит, он еще не подает воду, он пока позиционируется. Вот он, видите, идет позиционирование. Сейчас он начнет уборку. Видите, он воду не подает, пока не начал уборку. То есть он... Перемещение выполнено успешно. Возобновить уборку. О, а сейчас есть влажный след? Так, видно. Видно, да? Да. Да, вот он прям чувствуется. Он после него немного влажноватый. А вот видно на контрасте, смотри. Видишь разница, след. Влажный, он как раз и пылесосит перед тем, как он забирает пыль и сразу же протирает. То есть у нас идет сразу же влажная уборка. То есть это немаловажный аспект. Теперь посмотрим окончание уборки. Ну и что я могу вам сказать? Смотрите, он сейчас приехал на дозаряжание, а потом он продолжит здесь еще спальню поубирает. Смотрите, как это все выглядела его уборочка. Смотрите, за 51 минуту он убрал 52 квадратных метра. Давайте я вам покажу. Вот так вот это выглядит. Видите, он там поездил, поубирал. Это с влажной уборкой. Здесь чуть по-другому, видите, по-другому немножко у нас это отличается цвет этого всего дела. И могу вам сказать одну еще вещь. Дело в том, что я вам показывал ссылочки на китайскую версию, именно ее я рекомендую. То есть это европейская версия, у нее меньше контейнер для мусора. И у нее чуть-чуть, вот все остальное точно так же, размер, чуть-чуть меньше размер контейнера для мусора, чуть меньше щетка. Поэтому рекомендую китайку, потому что она интересней. Да, ее нужно будет подвязывать в другой регион в мехом, но это все-таки мелочи жизни. Сам по себе робот-пылесос, и это использую конкретно я. Это мой робот-пылесос, купил себе, использую я. И вы даже видели, он преграды кое-какие там переезжает, не падает со ступенек, все это классно.
Долговечность, с учетом того, что я такой же использовал, только без лидара, больше 6 лет. И он у меня до сих пор еще есть на другой моей квартире, в моем другом жилье, до сих пор еще служит мне. Поэтому мои рекомендации есть. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.